Я забыл вот это русский слов. Каша. И сырники. Обожаю сырники утром. Они очень такой вкусные. Я хочу, чтобы люди любили меня. Я обижаюсь, если они меня не любят. Я спрашиваю себя, почему, что я делаю не так. Тоже на улице наконец-то улыбаться, смысла нет. Я тоже не улыбаюсь. Это сложно сказать, потому что просто сказать, они просто агрессивны. Они агрессивнее, чем англичане, но это так кажется. Но Англия тоже, они такие спокойные люди. Но за фасад они очень агрессивны. Да? Поэтому, в принципе, я хочу сказать, что русские, они более открыты, что они агрессивны. То есть, из одной точки зрения, это более честно. Человек не создан для того, чтобы иметь полную свободу. В Америке у меня своя позиция, свое место, да, в обществе, да. Я должен вести себя именно вот так и вот так. А если я не веду себя так, что-то странно со мной. А здесь, я думаю, люди имеют более свободу передвигаться в обществе, что неважно, какой у тебя уровень жизни, все могут дружить друг с другом спокойно. Ребята, там такие же люди, как и мы. 2 ноги, 2 руки, 1 голова. Я очень просто люблю здесь энергия, люди более, они теплее здесь, чем, как я считаю, чем в Великобритании. И люди интересны. Они немножко более crazy, конечно, но это для меня тоже плюс. Я первый же вечер, скажем так, набирала немножко силы и смелость, спасибо водке. И, в общем-то, стала уже как-то посвободнее разговаривать. Они всегда интересны, глубокие, непредсказуемые, но это даже хорошо. Уже привыкла, скажем так, в мою взрослую осознанную жизнь. Я больше прожила в России уже, чем у себя на родине. Я уехала. Он не хочет видеть. Елена, добрый день. Меня зовут Терри. Я с Аляски. Очень приятно. Очень приятно. У меня вопрос для тебя, для вас. Вопрос? Так, что вы помните из детства? Прям так сразу, да? Я помню из детства, во-первых, возраст до школы. Вот он для меня был самым таким ярким пятном в моих воспоминаниях нынешних, сегодняшних, потому что он был связан с домом моего дедушки, который, по жизни, может быть, для меня был самым главным авторитетом. Это масса всего можно вспомнить, но вот так вот прям сразу вы меня врасплох застали. Яркое воспоминание – это практически каждый прожитый день. Там пошли, например, с братьями, с сестрами куда-то гулять, увидели там, я не знаю, там какую-то козу, да, которую решили покормить, которую там решили погладить, встретили там каких-то мальчишек, девчонок на улице, да, затеяли какую-то игру. Но это вот каждый буквально день, и какой-то вот конкретно нельзя сказать. Это все в целом, очень яркая картинка. Хорошо. Лена, скажи, пожалуйста, а что такое Орехово-Зуево? О! Так, вот город Орехово-Зуево связан с именем промышленника, предпринимателя Морозова. Занимался Морозов и культурой, то есть там из Англии был привезен футбол, и считается, что Орехово-Зуево – это родина российского футбола. Да. Интересно. Да, интересно. Потому что я знаю, я связан с английским церковью здесь, и люди, которые привез футбол из Англии, они именно были в английском церкви. Просто футбол это не английский, не русский, это итальянское дело. Но англичане больше мы украли от остальных много вещей. Это наше дело. В общем, весь наш город,
Правда, я живу не в Орехово-Зуеве. Я живу недалеко от Орехово-Зуева. Я работаю в Орехово-Зуеве. А кем работаете? Я работаю преподавателем русского языка и литературы. А какой возраст студентов у вас? К нам приходят студенты учиться после 9 класса школы. То есть они получают среднее общее образование в школе, а потом идут к нам и получают среднеспециальное образование. То есть это такой промежуточный момент между школой и вузом. Да? Это вот то, что дает возможность получить специальность. Скажите, пожалуйста, какое ваше мнение об образовании в России? Это как бы хорошее, достойное? Хороший или вопрос. Ну, просто я много слышала о том, насколько важно и хорошее было образование в Советском Союзе, и еще то, что это было доступно и женщинам. То, что у нас, например, не было такого. Вот у моей бабушки, она закончила только первые 5 лет в школе и пошла работать. А здесь встретила женщины, там, инженеры, химик, ну, то есть с высшим образованием. Как вы говорите, да, вот советское образование, я тоже вспоминаю вот с некоторой долей ностальгии, что ли. Вы Да? скучаете по это старое время? Когда мы молоды, нам всегда кажется хорошо, да? Вот. Ну, я понимаю, что жизнь, она должна развиваться. И то, что сейчас, тоже прекрасно. Вы любите вашу работу? Я люблю свою работу. Я, конечно же, бываю в конфликте сама с собой иногда. Иногда хочется там чего-то нового, иногда заедает рутина, хочется все бросить. Но это нормально. Это не говорит о том, что там все плохо. Студенты, они подростки, да? 17, Они, 16? да, 16-20 лет. То есть они очень такой интересный возраст, да? Они дают возраст. какие-то энергии. Они дают энергию. Я когда заканчивала институт педагогический, я пришла работать в школу. Мне дали 5 классы. Это были десятилетки, вот так примерно. Десятилетки, да. И через некоторое время я поняла, что мне нужны люди постарше. Мне нужно, ну, как бы, не уговаривать, там, не бегай, там, да, не шуми, а мне нужно было вот с ними как-то, ну, Взаимодействовать, да. наверное. Вот, поэтому у меня такая практика в жизни была. Я люблю свою работу. Вы верите в судьбу? Если только полагаться на судьбу, я вот так считаю, ну, это просто плыть по течению, жить, опустив руки. Человек тоже должен как-то действовать, да. Мне 47 лет, да, ну, в общем, как бы осмысливая это, понимаешь, что большая часть жизни, она прожита, и вот на данный момент хочется простых вещей, которые, наверное, каждый человек хочет, да, прожить долгую, наполненную жизнь, да, когда тебя все радует, когда твои там дети состоятся, когда ты увидишь продолжение свое во внуках, когда у тебя будет возможность там поездить там, где ты еще не был, там сходить в театр в какой-то, который ты еще не посещал, может быть, познакомиться с какими-то людьми, и эти люди твою жизнь всю переломают. Что для вас значит слово «любовь»? Ну, это, конечно, очень разговор долгий, но под любовью... У нас есть время. Да, у нас есть время. А потом вы мне скажете, ладно, что для вас такое? Обязательно. Индийский любовь это... Да? Вот всегда интересно, смотрите. Ну, я вам не буду зубы заговаривать. Любовь. Если ты, ну, как бы с человеком связан, да, если... Ну, я сейчас говорю о браке, да, то главный принцип — это верность, наверное, да, вот. Если ее нет, то, наверное, говорить о любви нет смысла. Любовь — это еще и какое-то доверие в первую очередь, да, потому что если доверия нет, то отношения могут быть разрушены. Если... Вы замужем? Да, я замужем. 4 ноября мы с мужем отмечали серебряную свадьбу. Это 25 лет совместной жизни. Это мой первый брак, и это первый его брак. Мужчина — это голова,
И Ага, всё женщина понятно. это Шея. шея. Куда шея захочет, туда голова повернется. Да. Да? У нас как-то вот само собой пошло в жизни. Я благодарю, вот, опять же, судьбу. Наверное, все-таки она есть. Отчасти она влияет на нашу жизнь, и мы встречаем нужных людей, своих половинок, к счастью. Мы можем меняться теми вот как бы традиционными там, для женщины, для мужчины какими-то ролями. А как русский язык изменился за последние 20 лет? Ну, он изменился в плане большого количества появившихся заимствованных слов. Например, в мое детство советское мы не знали, что такое йогурт. Да? Мы не знали. И мы узнали, что такое йогурт только в конце 80-х годов. Советские люди ели в основном из фруктов, например, там апельсины, яблоки, бананы, редко груши. Ну, бананы тоже редко. А вот всякие экзотические фрукты, скажем, там папайя, маракуйя, киви, они тоже появились после перестройки, соответственно, появились новые слова. Это не обидно? Почему? Нет, Нет? абсолютно нет. Я, например, вот эти новые словечки от своих детей узнаю, из соцсетей, да, там всякие фолловеры, хейтеры. Ну, по крайней мере, еще и, да, хейтеры. И язык заодно учишь. Почему русский мало улыбается? Может быть, мы не слишком открыты, вот, да, там, например, на улице, да, не знаю, это стереотип такой. Нет. Нет, это не стереотип, особенно в метро. Я так У не всех считаю. есть метро-фейс, как... Метрофейс, эскалаторфейс. Сейчас же маски надеты. Там Может быть, написано. это из-за того, что люди не доверяют друг другу? Понятно. Ну, как... Ну, вот просто нечего смеяться, когда ты едешь на работу с утра. Да. Вот Когда мне, холодно и когда хочется спать. То есть смеяться нечего. Кстати, есть такая русская, ну не знаю, пословица, не пословица. Ее очень часто всегда говорили нам, вот я помню ее с детства. Смех без причины – признак дурачины. Это, наверное, загадка русской души. Может быть, делается акцент на какую-то там внутреннюю составляющую. А что означает свобода? На мой взгляд, опять же, это доверие, это ощущение полета какого-то, да, и в то же время ты в любви не свободен, да, вот тут тоже как-то все взаимосвязано. Что значит дружба? Дружба — это когда тебе можно позвонить в любое время суток, и ты можешь прийти человеку на помощь, на выручку, можешь там поделиться чем-то, да, вот это дружба. У меня есть подруга, с которой мы знакомы 40 лет. Мы с ней познакомились, когда нам было по 7. И до сих пор мы прекрасно общаемся. А как отличаются русские люди от иностранных? С моей точки зрения, Да. ну, во-первых, а можно я предварительно вам тоже вопрос задам? А мне вот Давайте интересно, сначала вы ответите. Да, да. Потом я. чем отличаются? Да вы знаете, в основном мы одинаковые, потому что мы все разделяем одни и те же главные ценности человеческие. А вы какую музыку любите? Я люблю музыку всякую, всякую хорошую музыку, и начиная там от классики и заканчивая современными и западными, и отечественными исполнителями. И вот гитара, она идет со мной по жизни, она раскрепощает, она помогает вы можете найти с играть людьми. Могу, на гитаре конечно. для нас? Да? Я могу, да, могу вам предложить. Давайте мы с вами вместе споем. Ой. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо вам. Спасибо. А что вам нравится в русском человеке? Гостеприимство нравится. И, наверное, ни один стол, ни одно застолье не обходится без песен. Не знаю, как вот у вас в стране, как у вас? Мы вообще не поем за столом. Это что-то странно. Есть такое выражение: все, что есть, неси на стол. Все, что у тебя есть, то ты должен выложить. У тебя мало есть, значит, выложи то, что мало у тебя есть. Если у тебя там полный холодильник, то ты должен вытащить все и угостить гостя всем, что у тебя есть. А что для вас, что такое 9 мая для вас? О, это священный праздник для всех нас. Ну, вообще в России у нас очень много говорят, да, там, о патриотизме, и это действительно у нас очень глубоко живет в каждом. Как вы считаете, ну, русский народ, он сильный народ? Ну, сильный народ, если он победил в войне все-таки, да, потому что победил именно народ, именно сплотившись, объединившись вот вокруг этого горя единого, да, народ, руководимый идеей, да, вот идеей, что человек защищает свою родину, и он обязан защищать ее честно, мужественно. Такой народ, по-моему, заслуживает уважения. А вы себя считаете сильным человеком? Я себя считаю человеком, ну, отчасти сильным. В чем-то, да, у меня есть какие-то слабости, наверное. Но человеком, который часто рискует, пускается в неизвестное. У меня вопрос. Что для вас недопустимо? Вранье. А? Вранье. Вранье? Неправда, ложь. Неправда. Когда человек То есть, ну да, врет. да. Даже есть такое понятие, как ложь во спасение, и то я как-то не очень люблю это. Я люблю, чтобы все было честно. Всегда. Ну, практически. Что такое именно русская душа? Это всегда загадка для иностранцев. Ну, не знаю, она есть вообще, вот загадка? Или мы, может быть, люди такие обычные, как и все? Или все-таки мы отличаемся? Вот мне тоже интересно, а то все я говорю, может быть, вы расскажете теперь. А мы неужели отличаемся вот так в основном? Я, в принципе, все люди, основные люди, они то же самое, да, у нас есть то же самое желание. Да, вот и я про Да. это говорю. Ценности у нас, шкала ценностей одинаковая. Как вы отдыхаете вообще? Как я отдыхаю? Да, с бокалом вина или... Не. Ну, почему? Иногда да, смотря окей. как отдыхать. Отдыхать можно активно, отдыхать можно и в ресторане, да, там отдыхать можно в театре, отдыхать можно и просто выйдя из дома, наматывая там круги по какому-то микрорайону, просто дышать воздухом. Ну, есть такая шутка, вы как расслабляетесь, я не напрягаюсь. Я стараюсь как бы не напрягаться, да, вот. Если просто вы сам один дома, это праздник, это еще праздник, или уже что-то другое? Если я одна дома, будет для меня это праздник? Ну, вообще, как бы, я люблю быть одна. Мне тоже нравится быть одной временами. А вы не боитесь одиночества вообще? Вообще, конечно, боюсь. Ну, а вообще одиночество — это страшно, и, наверное, каждому человеку оно страшно. Я так полагаю, что я в этом не одинока. И последний вопрос. У вас есть какие-то советы для иностранцев? Принимайте нас вот, как вы принимаете своих самых близких друзей. Я уже изначально люблю людей, которые приехали в Россию. Это значит, они сделали выбор в пользу моей страны. Значит, мы с вами уже друзья. Супер.